тепло, хорошо. Сижу на берегу моря, на фоне гор. Прекрасный, конечно, здесь уголок природы, но работы вообще практически нет и дороговато на самом деле. Ну, потому что для отдыхающих это как жить, наверное, в Дагомысе или еще где-то. То есть все, что связано с туристами, здесь хоть как-то существует. Кстати, намного больше, чем в Аликанте. То есть здесь прям все заточено на туристов. И ничего, кроме туристов, сельское хозяйство, я тут только фруктовые сады вижу. Вот, хочу поговорить о моих подписчиках. Да, собственно говоря, это знак благодарности своего рода подписчикам. Я смотрю, кто у меня в основном смотрит, приходит на канал. Это люди примерно моего возраста, от 40 до 60. Понятно, что молодежи я не интересен. У молодежи другое сознание, другой ритм. Им нужен ТикТок, им нужно покороче и побольше дергаться. Поэтому, конечно, я на самом деле, мне проще говорить с людьми даже так от 35 до 65. Вы меня лучше всего понимаете. Я вам благодарен за то, что вы ходите, смотрите, пишите комментарии. Это для меня самое интересное. Читать ваши комментарии. Своего рода связь с родиной остающейся. Накидайте мне, пожалуйста, идеи, если есть какие-то, о чем бы вы хотели видеть. Допустим, другой канал, пускай не на английском. Поставьте себя на место среднестатистического Джона и представьте, о чем бы вы хотели видеть канал. Вот. Мне просто интересно, что бы мог я такого снять, записать, может быть, не снять, может быть, просто смонтировать. О чем думают люди. Да, подпишитесь, конечно. И напишите комментарии. Помните, что за комментарии я даю призы, VPN и подписку на стриминговые сервисы. Это, наверное, да, я специальный какой-нибудь приз устрою для того, кто предложит наиболее интересную идею, с моей точки зрения, субъективной, для стрима на английском языке. Еще раз, для тех, кто не знает, кто я, меня зовут Андрей Панюшкин. Я такой же обычный человек, как и вы, наверное. Родился в Краснодаре. Прожил большую часть жизни, вообще почти всю жизнь, в Краснодарском крае. До 22 года, с 2016 жил в Горячем Ключе, это под Краснодаром, 70 километров, 70-75, южнее в сторону Черного моря. Местами были подсыпки сделаны, и в 2015 году подсыпали в некоторых местах, и в прошлом году был подсыпан угловой поворот, и эта работа была сделана очень качественно, до сих пор эта работа всех нас радует, но, к сожалению, улица большая, работы здесь нужно много. Мы не ожидали такой прыти от администрации, в том смысле, что они начали нарезать, прочищать грунтовые ливневки по склонам, соответственно, Титовой и Ольховой, спланировали профиль, соответственно, улицы Ольховой. Я предполагаю, что в ближайшие несколько недель будет отсыпка производиться. Мы рады тому, что работы начаты в те сроки, которые обозначила администрация. И я, как и все остальные жители улицы Ольховой, Титова, вообще всего нашего микрорайона, надеемся, что в том объеме, в котором нам это было обещано, это все к Новому году будет завершено, и мы встретим его радостные и счастливые. Жил какое-то время в Бельгии. 2 года, чуть больше 2 лет живу в Испании теперь уже. Наверное, и дальше буду жить в Испании.
Почему ты раздаешь разные советы? Ну, во-первых, потому что я достаточно много уже пожил. Это первая причина. Вторая причина, это потому что у меня, мне кажется, достаточно разнообразное образование и еще более интересный опыт жизненный, трудовой опыт. Работать я начал в 98 году, еще будучи студентом. Был много раз предпринимателем, был соучредителем ООО, ЗАО, ликвидатором компаний. Для того, чтобы эффективно руководить собственными бизнесами, получил юридическое образование. Никогда я себя не называл адвокатом и никогда не работал адвокатом, но я был и остаюсь правозащитником. У меня диплом специалиста в области как раз государственного муниципального самоуправления. То есть я как раз специалист в том, как нужно управлять государством, согласно моему диплому. Много практики в этом плане. То есть я был дважды председателем товарищества собственников жилья. Сражался за свои интересы, интересы своих соседей с управляющими компаниями, жилкоминспекцией, с администрациями разными. Был председателем территориальной организации самоуправления, то, что называется ТОС. И многие годы был просто гражданским активистом. Занимался правозащитой, защитой экологии, защитил кандидатскую диссертацию на грани, на стыке наук. Вот. Кандидат физико-математических наук. Проработал десятки лет в информационных технологиях, в различных российских компаниях больших. Я, кстати, очень легко гуглить. Абсолютно не могу скрыть свой опыт жизненный. Это все легко находится. В 30 лет я уже был директором филиала компании «Открытые технологии». Это на тот момент крупнейший системный интегратор, можно сказать, крупнейшая IT-компания в России была. Ну, по крайней мере, входила в десятку крупнейших. Я был директором филиала, работал с такими компаниями, как Ростелеком, Билайн, Черномортранснефть, Еврохим, you name it. Был руководителем телеком-оператора, руководил филиальной структурой, вообще оператором этим от Анапы до Нефтекумска. Был ликвидатором. Неоднократно открывал компании с нуля, нанимал персонал, организовывал конференции. Я практически все делал. Выступал на всяких разных конференциях для всяких чиновников. Для администрации Краснодарского края делал выступления, работая в Кубанском госуниверситете. Руководил научно-исследовательскими работами, был руководителем НИРа и НИОКРа. Выступал перед разными генералами. Занимался научными исследованиями. Работал в крупном международном холдинге. Неоднократно, в том числе на удаленке. Занимался образованием многие годы. То есть не только преподавал в университете, но и владел, и управлял, и обучал. Вот такой я многопрофильный специалист. В частном образовательном учреждении занимались IT-образованием, управлением проектами, учили. Но из языков я более-менее, вот, скажем так, владею, я бы сказал, английским. С легкостью могу говорить на нем. Ну, допускаю ошибки, но все допускают ошибки, даже носители, поэтому я вообще не стремаюсь по этому поводу. Говорю, меня понимают, я понимаю. Я, кстати, за последние годы лучше стал понимать, потому что тут, общаясь среди неносителей, научился прислушиваться, слышать даже смысл там, где неправильно говорят. Чуть-чуть знаю испанский, могу понимать на слух.
Еще лучше могу понимать на слух украинскую мову, но не говорю совсем. По-испански чуть-чуть говорю на уровне А1, это очень мало. Но надо себя заставлять, если честно. Просто времени не хватает на это. Когда-то говорил по-французски, где-то на уровне между А2 и Б1. Сейчас я, к сожалению, этот язык вынужденно забыл, чтобы он мне не мешал учить испанский. Просто когда два языка вы не знаете на хорошем уровне, вот как я знаю английский, то есть английский сейчас во мне как второй родной. А вот испанский, да, если я сейчас буду одновременно испанский и французский учить, то он будут один другому мешать. Поэтому французский временно я забыл, но я спокойно и легко к нему вернусь и доучу его. Мне очень нравится французский язык. Когда-то я неплохо знал языки программирования высокого уровня, типа Java, JavaScript, фронтенд, потому что у меня диплом был по фронтенду. Сейчас я себя не считаю программистом. Я хорошо понимаю, насколько я устарел в этом плане. Ну, по поводу журналистского опыта, на удивление, будучи студентом университета физического факультета, который потом переименовали в физико-технический, я издавал газету «Квант» за свои деньги, делал там публикации. 2 года ее издавал, писал, версткой занимался, распространял по университету. Мне, видимо, это вот изначально очень нравилось. Да, ну еще мама заставила отучиться в музыкальной школе. Вот поэтому, собственно говоря, большой жизненный опыт, очень много лет я занимался самозащитой именно, занимался тем, что учил людей. И вот так соединилось, что я хочу вам в чем-то помочь, рассказать, умея, как мне кажется, более-менее доносить информацию и умея говорить, и имея большой жизненный опыт, прежде всего, и в меньшей степени, конечно, образования, ну, допустим, по поводу испанского законодательства у меня нет образования, но зато есть 2 года практических упражнений со всеми видами полиции, со всеми видами НКО здесь, и я каждый день вынужден с ними контактировать, решая свои вот эти вот беженские проблемы и какие-то еще, ну, допустим, вопросы трудоустройства. Поэтому я вас и стараюсь вам помочь. Да, у меня есть своя миссия. Миссия заключается в том, чтобы помогать людям. Я четко убежден, что лучше выслушать мои речи до конца и какие-то почерпнуть знания вам бесплатно, чем прийти кому-то заплатить деньги. И поэтому это школа юридической самозащиты, потому что тут я вам только даю удочку и подсказываю, как самим защищать себя, но не решаю ваши проблемы. Хотя я еще раз призываю вас, я в подписи к видео это писал, я призываю вас обращаться ко мне с практическими проблемами. Мы их будем разбирать, сохраняя вашу анонимность, конечно, и людям будет это интересно. Вот. И ко мне обращаются, но не по России, ко мне обращаются по теме, по Испании, по беженству. А по России обращаются, но вот только, к сожалению, по таким печальным темам, как экологическая катастрофа в горячем ключе. А я готов помогать вам разбираться с другими вопросами, связанными с, допустим, уборкой мусора в Краснодаре, ну там, где я, ну не только в Краснодаре, то есть работа с управляющими компаниями, самоорганизация граждан ТСЖ, что я считаю очень важно и нужно в ТОСы, и так далее, борьба, допустим, за права в образовательных учреждениях. В общем так, все, спасибо вам за то, что смотрите, подпишитесь, напишите комментарий,
какой канал мне сделать на английском языке, с каким контентом. Ну и поставьте лайк за этот рассказ. Все, всем пока. Уже не солнечной, потому что вечер и вон тучки находят, но все еще теплой Испании. Всем пока.